Привет! Сегодня для вас подготовила новое видео, в котором мы будем немножечко глубже уходить в сферу карьеры, профессии, и я дам такую очень хорошую технику, которая сможет помочь вам проанализировать вашу сферу деятельности в целом, какой у вас десятый дом, понять, это сфера, которая отвечает за работу и карьеру, через что вы можете проявляться, себя реализовывать именно в социуме. И это такая хорошая тренировка для начинающих астрологов, потому что по этой технике вы сможете учиться синтезировать информацию. Здесь нужно будет соединять несколько таких показателей. Для тех, кто не хочет заниматься всеми этими расчетами и анализами, вы можете заказать консультацию у астролога. У меня сфера предназначения, в том числе профессиональной реализации карьеры, она всегда включена в гороскоп личности. И записаться на консультацию можно по ссылке, которая будет внизу в описании этого видео. Сегодня мы поговорим про то, как можно еще более глубже, более точно рассматривать, анализировать десятый дом. Это такая общая техника, там существует еще много разных нюансов, но если рассказывать обо всех них, тогда придется записывать курс для астрологов. Это будет очень долго. Невозможно это все поместить ни в полчаса, ни в час. Это все действительно много нюансов, много вещей, тонкостей, которые нужно изучать и понимать. Сейчас поделюсь с вами простой техникой, по которой вы сможете проанализировать вашу сферу деятельности, карьеру и социальную реализацию. И первое, что мы ищем, это десятый дом гороскопа в вашей натальной карте. Как только вы его нашли, смотрим, в каком он знаке. Причем знаки, да, например, для всех восходящих раков это всегда будет Овен, для восходящих Львов это будет всегда Телец. То есть знаки у нас неподвижные, они будут всегда одинаковые. Читаем описание, которое есть в моем прошлом посте про знаки, которые управляют или попадают в десятый дом. Второй момент. Смотрим, какие планеты попали в десятый дом. Обозначение планет, их можно найти в моем гайде. Получить его можно, подписавшись на меня в Инстаграм. Как только подпишетесь, поймете, увидите, как его получить для того, чтобы в целом трактовать свою карту и уметь ее построить. Значит, анализируем планеты, описание планет также есть у меня в посте, ссылка внизу. И следующий момент очень интересный, как бы шаг после того, как мы посмотрели знак планеты, теперь мы можем посмотреть, кто является управителем этого дома. Это особо актуально для тех, у кого нет планет в десятом доме, то есть им нужны какие-то дополнительные характеристики, и вот для них данная техника очень важна и нужна. И здесь мы смотрим, здесь нужно немножечко тоже понимать астрологические термины какие-то, и это все есть в моем гайде. В примере вы видите то, что в десятом доме находится Солнце с Меркурием, там цифра 2. Это знак Тельца. Тельцом управляет Венера. Значит, нам нужно найти Венеру в этой карте. И здесь мы видим, что Венера находится в доме до 10-го. Это 9-й дом. И вот теперь мы можем начать нашу трактовку. То есть для данного гороскопа мы будем смотреть значение управителя 10-го дома в 9-м. И сегодня я дам такие общие главные характеристики по управителю 10-го дома во всех домах гороскопа, потому что он может оказаться в любом из 12. Также дома гороскопа вы можете найти в гайде. Сейчас на экране увидите вот эту вот табличку, там есть краткое описание домов и в целом порядок того, как они идут. Это всегда против часовой стрелки, всегда актуально для всех, это неизменно. И давайте перейдем непосредственно к характеристикам. Что дает нам управитель 10-го дома в первом доме? Как мы знаем, это дом личности. И здесь это положение говорит о том, что для человека социальная реализация является его очень важным, если не самым главным приоритетом в жизни. То есть личность человека сфокусирована на том, чтобы достигать какой-то социальной реализации, успеха, статуса. И именно через свою работу, свою деятельность человек реализует свои личные амбиции, которые для него очень важны. Также это говорит о том, что успех такому человеку приходит
через то, что он прикладывает силы. То есть его личные качества и его активность, действия, как бы профессия, карьера сфокусирована на человеке. И очень часто такое положение дает работу на себя, то есть ты сам себе начальник, сам себе босс, или же ты являешься личным брендом, ты являешься лицом своей компании, своего продукта. Эта позиция также может быть у очень многих, например, коучей, консультантов, которые выходят в онлайн, которые о себе говорят, которые показывают себя и через себя продают, например, свои услуги. В целом, это также может давать руководящую должность, где человек имеет свои обязанности, его результаты зависят от него, но также от его команды, от его подчиненных, то есть он за них отвечает, и от них зависит в том числе его статус, повышение, возможно, новые возможности, да, и перспективы в карьере. Но и тут можно уже дополнительно как бы трактовать это то, что делают астрологи, то есть мы рассматриваем, что это за планета. Пример, если у нас 10-й дом в Овне, мы знаем, что его управитель Марс, и Марс, находясь в первом доме, говорит о том, что социальная реализация человека полностью зависит от его активности, от его энергии, от его самостоятельности. То есть он должен проявлять марсианские качества для того, чтобы достигать успеха. И чем больше, скажем, он будет проявлять активности, тем и максимально, да, вкладываться в свое дело, тем, соответственно, он и будет получать, добиваться своих целей и получать желаемое. Если же, например, вместо Марса это Луна, тогда человек будет очень чувствовать других людей, он будет эмпатом, он будет иметь способности перестраиваться и адаптироваться. Именно проявление лунных качеств будет позволять ему раскрывать себя в социальной сфере. То есть именно по характеристикам этих планет, которые попадают у нас в первый дом и управляют, соответственно, 10-м, мы можем сделать такую хорошую, более полную оценку, через какие качества человек сможет раскрываться в социуме, к чему ему прилагать усилия и что в себе усиливать или развивать. Потому что планета может быть поражена, возможно, у нее не очень много силы, и если она слабая, или имеет несколько поражений, такому человеку нужно будет поднимать ее энергию, то есть поднимать, увеличивать ее силу для того, чтобы, соответственно, она лучше влияла на его профессию, эта сфера раскрывалась. Поэтому здесь это уже, да, мы рассматриваем индивидуально, непосредственно на консультации, через что и как это делать. А у кого-то планета слишком сильная, и тогда здесь тоже можно давать рекомендации по тому, как гармонизировать эту энергию, потому что чрезмерная какая-то активность или чрезмерное проявление этих качеств, оно будет создавать дисбалансы в других сферах в том числе. Еще таким людям очень важно, чтобы результат их работы был закреплен именно за ними, то, что это сделали они. Так как они это делают, другие не могут. Им важно вот повесить эту табличку, что это сделала я, да, и там мое имя. А вот это вот признание в социуме действительно очень важно. Поэтому если мы говорим про какие-то должности, например, в бизнесе, да, если вы думаете поставить человеку на какую-то должность или позицию, вы должны понимать, что такому человеку, например, будет очень сложно быть в команде, быть наравне со всеми, особенно если у него это Марс, управитель 10-го в первом, он не сможет. Его нужно ставить на другие должности, тогда и он будет раскрываться, и ваш бизнес, ваш проект будет расти и развиваться, потому что такому человеку, наоборот, нужно давать как можно больше самостоятельности, чтобы он проявлял всю свою активность, ставить перед ним какие-то задачи, которые требуют такого действия, решительности, активности, да, чем они, скажем, еще даже больше, глобальнее будут, например, с Марсом, тем лучше, или с Сатурном. То есть такому человеку можно поручить и развитие бизнеса, выход на международный рынок, и развитие каких-то новых направлений, и руководство, да, командой, какими-то другими филиалами и так далее. Поэтому астрологию, данный метод можно использовать не только для себя, но если вы работаете в компании, у вас какая-то руководящая должность, или вы отвечаете за найм в целом, или у вас свой проект, и вы ищете людей через различные техники астрологические,
сфере. Можно очень четко подбирать людей на правильные должности, которые будут и им подходить, они смогут себя полностью реализовывать, раскрывать свой потенциал и выполнять свое предназначение. Также и вы будете получать от них совершенно другие результаты, потому что этот человек на своем месте, он будет приносить максимальную пользу. Ну, а вы будете получать плюсики в карму за то, что настолько осознанно подходите к развитию вашего проекта, к людям в целом, да, при найме их на работу, и тоже как плюс в том, что вы помогаете им реализовываться и раскрывать их потенциал. А еще 10-й дом у нас проигрывается как начальники, да, одно из значений. То есть здесь это может говорить о том, что человек сам себе начальник, или же если он не начальник, он работает в подчинении, и если с управителем 10-го в первом все хорошо, то есть он гармоничен, нет никаких поражений, это говорит о том, что начальник и его черты, в целом начальники по жизни, они будут нравиться этому человеку, с ними будут складываться хорошие взаимоотношения, и, возможно, от него будет идти помощь, да, в раскрытии потенциала. Если же управитель поражен, есть какие-то негативные моменты, то тогда будет, наоборот, конфликтность с начальством, и возможно даже так, что человек и начальник, они имеют общие черты характера, они очень похожи, но натив, да, человек, чей гороскоп мы рассматриваем, этого в себе не видит, но начальник является его зеркалом, то есть его триггерит, поэтому, соответственно, непринятие каких-то качеств в себе, в начальнике, да, это сказывается на нем и создает вот эту вот конфликтность, эту агрессивность, тогда человеку будет очень сложно продвигаться дальше по службе. И это тоже все можно прорабатывать через непосредственно личную консультацию, рассматривать, как это работает именно у вас. Управитель 10-го дома во втором — это прям одна из классических комбинаций, когда человек получает деньги на работе, то есть его основной доход, заработок, источник прибыли является его деятельность, его профессия или карьера. Казалось бы, логично, что данное высказывание действует для всех, но нет, это не так. И как показывает жизнь и практика, финансы и деньги в целом, они не всегда должны или есть связаны с карьерой и с реализацией. Финансы могут приходить, и вот в астрологии, в натальной карте мы это видим, они могут приходить совершенно из других источников. Например, от других людей. Это могут быть родители, это могут быть покровители, это может быть супруг, супруга. Или же человек получает их из других сфер. Он делает какие-то инвестиции, возможно, это недвижимость, возможно, это акции, возможно, у него есть какие-то другие проекты и бизнесы, помимо его деятельности, которые приносят ему доход. И вот это тоже важно понимать и знать, то, что если вы ходите на работу, это не означает, что это единственный ваш источник дохода. Возможно, у вас в карте как раз через работу и нет дохода, и нужно заниматься другим. То есть здесь на чем фокус, да, и чем вы занимаетесь, вот это очень важно сопоставлять. Бывает по-разному, и вот эти тоже убеждения, что чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь, или что нужно ходить на работу для того, чтобы были деньги. Для людей, у которых нет связи 10-го дома с домами денег, 2-й, 11-й, данное убеждение вообще не работает, то есть на работе как раз они и не будут зарабатывать, это не будет их основным доходом, я имею в виду, они будут что-то получать, да, но деньги они могут зарабатывать совершенно по-другому. Таких примеров я вижу очень много, где люди часто проигрывают сильные позиции своих карт, и это вообще, то есть они даже не работают, у них вообще нет никакой работы ни на себя, ни на кого. Это просто какая-то деятельность, которой они занимаются, которая им дана по судьбе, по карме, через которую к ним приходят деньги. А вот уже следующий вопрос, для чего эти деньги приходят, как их сохранить и как их использовать, вот это уже большой вопрос. А многие не знают, и многие это используют неправильно. А иногда деньги даются человеку легче, чем остальным, именно для того, чтобы закрыл свои базовые потребности и пошел в саморазвитие. И потом эти деньги как бы направлял в другие сферы, помогая другим.
И что это за сфера, это тоже можно проанализировать в карте. То есть эти деньги приходят не только для вас, если они приходят, скажем, легко или легче, чем у остальных. Но тем, у кого есть данное положение, это говорит о том, что да, деньги приходят только, большая их часть, только через работу, социальную деятельность. Также статус. То есть чем успешнее вы в карьере, чем выше становится ваш статус, тем, соответственно, больше денег вы зарабатываете. И здесь для того, чтобы деньги были, в целом вам важно работать, именно реализовываться в социуме. А еще интересно то, что во втором доме дополнительно, да, могут быть и другие планеты, не только управитель 10-го. И здесь может это говорить о том, что источниками дохода для человека будут те сферы, те характеристики, которые олицетворены этими планетами во втором. Здесь нужно уже более подробно разбирать. То есть мы сразу можем выделить несколько сфер, которые хорошо для зарабатывания денег. Важный момент, на который следует обратить внимание при выборе профессии с этим показателем, это то, что если работа, которую человек выбирает, его деятельность не предполагает больших заработков, роста, развития, а он ей все равно выбирает заниматься по разным причинам, не хватило образования, языка, каких-то скиллов, ну, в общем, так сложилось, да, то тогда эта связь работать не будет. Это говорит о том, что деньги как бы не будут приходить в том объеме, который олицетворяет собой 10-й дом. Потому что для этой комбинации, для того, чтобы она работала гармонично, очень важно, чтобы было развитие, была карьера, не просто работа, не просто ходить и работать, а именно постоянно двигаться, постоянно расти. То есть карьера как достижение. Тогда и сфера второго дома, то есть денег, будет расширяться. Если управитель 10-го дома поражен, тогда человек может быть недоволен балансом работы и ответственности, которая у него есть, плюс деньгами, которые он получает за свою работу. Если же нет поражения, это гармоничная связь, гармоничный управитель, тогда это говорит о том, что человеку нравится та ответственность, тот уровень работы, статуса, да, который у него есть, и сколько он за это получает. То есть для него энергообмен работает правильно, он себя чувствует гармонично, он не чувствует, что его где-то недооценили, или же, что он очень мало, да, получает за свою работу. А еще такой момент, что данное положение может проиграться больше через социальный статус. И социальный статус мы можем получить как через семью. Второй дом в том числе отвечает за него. Также второй дом у нас играет в связке, когда мы рассматриваем брак, сферу отношений. Поэтому статус можно обрести за счет своего партнера, то есть за счет замужества. Следующая комбинация, когда управитель 10-го дома находится в 3-м доме. И с этим показателем существует очень сильная взаимосвязь между карьерой человека и его общением, то есть способностями коммуникации. Также это способности к учебе, к постоянному развитию, к приобретению новых качеств, скиллов, повышению уровня своей коммуникации. Именно от того, насколько человек способен выстраивать контакты и общаться с другими людьми, будет зависеть его, скажем, развитие, продвижение именно в социальной сфере. Также 3-й дом отвечает у нас за ближайшее окружение, поэтому человек с такой позицией, он может работать с друзьями или же через друзей получать какие-то предложения, в общем, как бы строить свою карьеру. Это в том числе могут быть родственники и младшие братья и сестры. Еще это может дать работу, которая связана с делами 3-го дома. Это документы, это сфера продаж, это сфера коммуникации, любой. В том числе это договора, преподавание, ну и информация и связь в целом, да, соцсети, туда же копирайтинг, и так далее. Для того, чтобы человек развивался в карьере, ему нужно постоянно учиться. И это могут быть как и иностранные языки, так и новые знания, умения, навыки. В общем, все это будет сопутствовать. Это такая рекомендация по жизни для того, чтобы преуспевать в карьере. И еще очень важна мобильность человека, потому что 3-й дом у нас отвечает за короткие поездки. Когда есть такая связь с работой, то это командировки. Или же это работа в целом, которая подразумевает
частое перемещение, да, есть определенные виды деятельности, где выдается служебная машина, и вам нужно ездить по клиентам, да, различным предприятиям и как бы выполнять услуги. Поэтому часто у людей есть такое соединение в карте, и их работа с этим связана. Как один из примеров фармацепты, да, они работают на фармацевтическую компанию, им выдаются служебные машины, и они работают непосредственно с докторами и с клиниками, то есть у них они всегда на выезде. То же самое сфера телекоммуникации, для того, чтобы устанавливать вот домашний интернет, там какую-то связь, да, вышки и так далее. Для этого тоже существуют специальные служебные машины, и человек непосредственно, он постоянно работает из машины. Машины полностью оборудованы изнутри всем необходимым, но в офисе такой человек, скажем, появляется очень редко. И здесь очень важно, что нужно этот элемент, если его нет, и у вас есть эта позиция, привнести в вашу работу. Постоянно вот это вот передвижение, постоянная коммуникация с новыми людьми, общение, или же найти работу, которая будет иметь эти элементы в себе, потому что у вас, скажем, для того, чтобы вы преуспевали в карьере, вам важен этот элемент. Просто сидеть в офисе на одном месте, да, заниматься какой-то такой монотонной деятельностью, нужно рассматривать карту в целом, конечно, но вряд ли получится построить очень успешную карьеру. Еще, если управитель 10-го дома поражен, тогда нужно быть очень внимательным со всеми разговорами, которые вы ведете, с вашей коммуникацией, сдерживаться от любых сплетен, от любого пустого общения, также быть крайне внимательным ко всем бумагам, документам, которые вы ведете. Потому что 3-й дом, он может давать немножко такие, скажем, искажения, ошибки в документах, а в плане коммуникации это сплетни, да, это пустое общение, которое, скажем, может вам еще и навредить. То есть, если вы немножечко лишнего взболтнете и это будет касаться вашей работы, да, то, возможно, будет сложно продвинуться по должности или как-то преуспеть. Также какие-то невнимательные поступки, неосторожность, она может приводить к нарушению карьеры и в целом к сложностям в карьерном росте. Далее мы рассмотрим управителя 10-го дома в 4-м. 4-й дом у нас олицетворяет семью, родителей, в особенности маму. Поэтому здесь на социальный статус и профессию человека будет очень сильно влиять его семья. Или же родители будут принимать очень активное участие в том, какое образование человек получает, какую деятельность он выберет, да, по какой, скажем, ветке, в каком направлении он пойдет. Или же это какой-то семейный бизнес, в том числе с родителями, или это продолжение профессии родителей, их деятельности. Часто это может давать работу из дома, то есть удаленная работа, или же связанную с домом непосредственно. Это все, что касается строительства, недвижимости, работа в организациях, связанных с землей, с квартирами, с домами, их управлением, обслуживанием, или же дизайн интерьера. И в целом такой человек, он будет себя чувствовать на работе как дома, и дома как на работе, да, это может работать вот так в обе стороны. Поэтому он может часто не разделять в целом эти сферы. Одна как бы перетекает в другую, да, здесь нет такого четкого разграничения. И еще из сфер деятельности это может давать работу, в том числе связанные, скажем, с душевными делами, потому что 4-й дом олицетворяет собой вот сердечный центр, анахату. Поэтому это может давать работу в психологии и в целом, да, те же медитации, все, что направлено, скажем, на исцеление сердца, души, различные разновидности этого. И еще работу с родом, генеалогия. Почему? Потому что 4-й дом – это дом семьи, родителей, и он отвечает за род, за наших предков. Поэтому любая сфера деятельности, которая с этим связана, она в том числе будет здесь проигрываться с таким положением. Причем это может дать других уже позиций в карте, это будет зависеть, это может давать научный подход, исследования, да, в сфере ген, того, как это передается, того, как это влияет на человека и так далее, или через психологию, или через уже такую эзотерику, духовность, да, когда мы разбираемся с родовыми кармическими программами. В общем, в зависимости, какие другие дома у вас активны и активированы, от этого и будет зависеть вот это вот, мы можем сузить, да, это направление и посмотреть, через что именно
можно себя реализовывать в карьере. Кстати, насчет того, что родители, в особенности мама, могла влиять на профессию, здесь можно, если дальше рассматривать, насколько гармонично вот это соединение 10-4 дома, мы можем узнать, если мама поддерживала, да, человека в выборе его профессии, или же она не хотела, чтобы он занимался определенной деятельностью, поступлением там, в вуз и выбрал именно ту самую работу. То есть там можно посмотреть именно ее влияние и как она относилась к выбору человека. И еще более глубокое изучение нам покажет, является ли мама, например, руководителем данного человека и как она может влиять на его социальный статус или профессиональную реализацию. Она может быть как его и прямым руководителем, да, например, это семейный бизнес, или же она может быть руководителем там, в своей сфере, но из-за того, что если она имеет влияние на своего ребенка, она может его подталкивать идти по тому же пути, и, скажем, через нее будут приходить какие-то возможности или какие-то направления, да, она будет задавать темп. С таким положением еще бывает то, что люди часто не хотят заводить семью, или же они считают, что нужно повременить, сначала реализоваться в карьере, потом уже как бы создавать семью. Чаще, если управитель поражен. Но здесь нужно рассматривать связь более подробно, потому что может быть и так, что человеку для того, чтобы реализоваться именно в социуме, нужна опора семьи. Какие бы установки у него не были, да, возможно, именно то, что он так не хочет идти в семью, именно это ему и нужно сделать для того, чтобы он начал поднимать свой социальный статус и имел вот такую опору, да, такую базу в виде семьи. Далее, управитель 10-го дома в 5-м доме. Это говорит о том, что человеку просто архиважно выбирать деятельность, которая его зажигает, которая ему нравится, которая приносит ему удовольствие. Тогда будут активироваться, скажем, хорошие стороны 5-го дома, то есть удача будет сопутствовать такому человеку, и он может ожидать успех в своей деятельности. Тем более еще часто проигрывается то, что деятельность связана с хобби или с увлечением человека, или его интересами. Часто это может давать творческую деятельность в любом его проявлении. Это может быть и певец, и актер, и какой-то медийный деятель, да. Но также это может давать работу с детьми, интеллектуальную деятельность. По-разному это может проявляться. Это в целом дом креатива, поэтому нужно рассматривать гороскоп в целом. Это может быть человек, который просто имеет очень креативную работу, но обычную, да, она как бы напрямую с творчеством не связана, например, маркетологи, креативные директоры, да, те, кто занимаются рекламой, вот такие позиции. Это тоже может быть с этой связью. Здесь очень важно то, что 5-й дом — это дом творчества и вдохновения, поэтому человеку важно быть постоянно в состоянии вдохновения и такой влюбленности в своей работе, потому что 5-й дом у нас отвечает за влюбленность и романтику в том числе. И здесь еще может проиграться то, что человек настолько влюблен в свою работу, что у него как бы нет другой любви в жизни, кроме этого. Но как бы такое бывает не так часто. Важно полностью анализировать, смотреть, если есть какие-то поражения, насколько гармонична в целом эта связь. Еще карьера человека, его социальная реализация будет развиваться в зависимости от умения человека нравиться окружающим, производить впечатление, дарить людям любовь, приковывать к себе внимание, потому что достаточно экспрессивный такой творческий дом, и он находится напротив 11-го, это дом признания в плане именно популярности, да, значимости в социуме. Еще может проиграться так, что социальный статус человеку может прийти через ребенка. Например, в результате беременности случается замужество за какого-то статусного человека, и автоматически статус этого человека повышается. Или же ребенок достигает каких-то определенных высот, и это благоприятно сказывается на статусе человека. Если есть поражение управителей, тогда это может говорить о том, что человек, например, не может сделать хобби своей работой, или же у него не получается найти работу, которая приносит ему такую внутреннюю радость, и человек переживает разочарование
потому что он не может найти то, что для него очень важно, то, что приносит ему наибольшую радость. Тогда здесь нужно далее изучать гороскоп для того, чтобы понять, насколько можно улучшить, гармонизировать эту связь и в целом посмотреть другие сильные стороны, качества человека, через что он может, скажем, параллельно заниматься, пока вот он эту сферу поднимает. Но для них однозначно важно отталкиваться от их личных интересов, то, что их зажигает. И здесь тоже нужно провести такую внутреннюю работу для того, чтобы это четко обозначить и именно выбирать такие сферы деятельности. Не выбирать работу только ради денег, а ради каких-то, да, материальных благ, которые будут приносить финансы. Для них важнее все-таки их внутреннее состояние. Именно из состояния вдохновения они способны реализовываться и творить. И соответственно, да, они будут получать хорошие результаты, высокие, и также внутри будет ощущение, скажем, и реализованности, и удовольствия от деятельности. Далее, управитель 10-го дома в 6-м. Часто такое положение говорит о работе по найму, но при наличии других факторов человек может быть и руководителем, или же иметь в целом свой бизнес. Но здесь важно понять то, что деятельность человека первостепенно, она о других. То есть он создает что-то для других. Если это сфера обслуживания, часто это дает именно работу в сфере обслуживания, различные предприятия, еще это госслужбы или работа в госструктурах, то здесь человек как бы приносит пользу обществу, да, он помогает другим. И для него это важно. Если это тоже какая-то фирма или его компания, те продукты, услуги, которые он создает, важно, чтобы они приносили пользу другим. Это дом служения. Поэтому он должен вот именно проявляться через свою пользу, скажем. И с таким положением очень актуальна фраза «вот сколько потоптали, столько и полопали». Это значит, что человеку важно прилагать усилия, развивать в себе трудолюбие, и его результаты, в том числе финансовые, но больше социальные, да, его статус, карьера, будут зависеть от того, насколько человек хорошо выполняет свою работу, насколько он прилагает усилия, насколько он трудолюбив. И здесь есть очень сильная взаимосвязь социального статуса человека на его здоровье. Ну, потому что логично, что если человек себя чувствует хорошо, он здоров, у него хватает энергии, хватает сил, запала для того, чтобы выполнять свою работу хорошо. Следовательно, это ведет к хорошим результатам, да, к достижению желаемого. Если человек постоянно болеет, у него недомогание, у него проблемы со здоровьем, у него нет сил и энергии, и вдохновения что-то делать как бы на внешнем уровне. То есть нужно, да, фокус сначала на себя перевести. И здесь такая взаимосвязь, что чем крепче здоровье, тем и лучше статус человека. Чем здоровье слабее, тем и слабее его как бы статус, да, и реализация. Здесь очень важно постоянно заниматься своим здоровьем. Это также дом, который отвечает за режим сна, питания, дня и так далее. Поэтому такому человеку нужно иметь распорядок, дисциплину. Важно уделять время и для отдыха, и для работы, и в целом заниматься именно своим здоровьем в первую очередь. То есть для него вот баланс работы и отдых архиважно. И тогда у него будет все хорошо получаться в работе. И если сравнивать с предыдущим положением, управитель 10-го в 5-м доме, там человеку нужно выбирать работу по душе, то, что его вдохновляет, то здесь управитель 10-го в 6-м это про то, чтобы иметь такое внутреннее стремление к своей профессии, к деятельности, выбрав ее регулярно, ежедневно выполнять свою работу, выполнять свой долг. И это и будет определять то, чего он будет достигать. То есть, если он работает много, работает хорошо, у него будут хорошие результаты. Поэтому здесь уже не про вдохновение, здесь именно про долг. Важно такому человеку нащупать, понять, через что он хочет быть полезен этому миру и, скажем, определиться, да, со сферами, где он может это реализовать, и постоянно, регулярно, в общем, бить как бы в одну точку для того, чтобы были результаты. И если такой человек является руководителем с этой позиции, то тогда ему нужно очень осторожно
и ответственно подходить к выбору его подчиненных, сотрудников, потому что от качества их труда будет очень сильно зависеть его профессиональный рост и в целом успех. Далее, управитель 10-го дома в 7-м. Это говорит о зависимости социального статуса от партнерства. Причем социальный статус здесь разделяется, это не про карьеру. Здесь больше про то положение, которое вы занимаете в обществе. И именно отношения будут на него очень сильно влиять. То есть в данном случае, например, статус может быть приобретен как результат регистрации отношений, то есть вступления в брак с каким-то определенным статусным человеком. И если мы рассматриваем сферу карьеры, то тогда именно супруг или супруга данного натива, да, мы называем, чей гороскоп мы рассматриваем, он и будет оказывать большое влияние на успех и реализацию в карьере. Если хорошие положение, нет повреждений, тогда супруг будет помогать, всячески содействовать человеку в его карьерной реализации. Если есть поражение, тогда наоборот. 10-й дом также является домом начальников, поэтому супруг натива может быть его начальником или просто, скажем, проигрываться больше как наставник, помогать, продвигать или, например, спонсировать, да, его бизнес-деятельность своими деньгами. Еще развитие карьеры у такого человека очень зависит от его умения налаживать контакты, разговаривать и в целом взаимодействовать с людьми. Потому что 7-й дом — это наши отношения. И это отношения не только в браке, да, романтические, любовные. Это также бизнес-отношения, то есть партнерство. И это люди в целом, это другие люди. То есть отношения с окружающими людьми. Поэтому может дать работу с людьми, в том числе. Это могут быть и продавцы, любые консультанты, астрологи, психологи, когда человек непосредственно работает с людьми, да, с другим человеком. В случае, если управитель 10-го дома поражен, тогда супруг может мешать карьере, не поддерживать начинания или, например, считать, что данная сфера не подходит для реализации или навязывать свою точку зрения. То есть, потому что он имеет такое большое влияние на карьеру натива. Здесь еще интересно то, что работа с людьми может даваться человеку непросто, в какой бы сфере он ни работал, потому что он будет очень сильно чувствовать мнение окружающих людей и зависеть от него. Он будет переживать, кто что сказал, подумал, как отреагировал, как оценили, о чем говорят другие за его спиной, да, насколько хорошо, плохо прошла консультация. Ну, в общем, каждый раз он может настолько сильно переживать и, скажем, загоняться, что в итоге может уже и перехотеть заниматься этой деятельностью. И здесь важно будет гармонизировать, скажем, эти планеты, эти дома для человека и работать, опять же, да, с его убеждениями, возможно, страхами, для того, чтобы он почувствовал опору и для того, чтобы эти убеждения перестали на него так сильно влиять. Это, скажем, может быть одним из его уроков в этой жизни, если есть сопутствующие факторы и подтверждения в гороскопе. То есть, если дается тяжело работать с другими людьми, если есть вот такие переживания по поводу их мнения, да, это та сфера, которая требует проработки. Этому нужно научиться и выстраивать свои границы, и не зависит от мнения других людей. И снова, да, щупать то, что вам нравится, то, что вам откликается, и делать упор именно на этом, получать наслаждение от вашей деятельности и меньше фокусироваться на том, что говорят другие, да, насколько они на вас влияют, потому что вот это и есть как раз главная проработка, перестать зависеть от других и быть под таким сильным влиянием. Конструктивная критика — это здорово, мнение со стороны — это тоже классно, это позволяет нам развиваться и совершенствоваться, но не классно, когда мы полностью зависим от другого человека. Если вы делаете то, что, например, вам очень нравится, но другому это не понравилось, только из-за одного мнения, или пускай их будет даже 10 или 100, ну, неважно, главное, чтобы это вам нравилось. Ну и, соответственно, да, это было в рамках разумного, это никому не вредило, приносило пользу. И еще на социальную реализацию человека будут влиять конкуренты, потому что 7-й дом — это дом открытых врагов. И у нас 12-й дом больше скрытые враги, 6-й может быть таким миксом, 7-й может как вот такая открытая
открытые враги, и часто это проигрывается через конкуренцию, да, в бизнесе, в профессии и так далее. И для человека, у которых нет повреждений, его конкуренция будет мотивировать, он будет самосовершенствоваться, становиться лучше и, скажем, заводить их на такую хорошую, сильную реализацию, да, своего потенциала. Но если же есть поражение управителя 10-го дома в 7-м, тогда бывает, что конкуренты реально могут портить, вредить, мешать и, скажем, негативно влиять или на бизнес человека, или на его реализацию. Кстати, да, еще 7-й дом — это дом бизнеса, поэтому часто это дает работу на себя, в том числе, да, через консалтинг, ну и в целом любой бизнес. Там уже нужно рассматривать, что это может быть за сфера, как это может проигрываться, но это может давать свой собственный бизнес, если есть хорошая сила планет, их расположение, которые будут поддерживать человека в том, чтобы работать на себя, создавать команду и в целом этим всем руководить, потому что для этого нужно очень много энергии и разных качеств. Далее, управитель 10-го дома в 8-м. Очень интересная связь, потому что такое положение указывает, что человек работает в каких-то кризисных или стрессовых ситуациях, и у него есть энергия, у него есть определенный, скажем, порог, да, насколько он может выдерживать такие стрессовые ситуации. Это относится к профессиям, например, врачей на скорой помощи. Очень часто я встречаю это положение. Это может быть психолог, психотерапевт, кто работает с людьми и который переживает какие-то сложные личные драмы, ситуации, травмы. Это также может быть любые профессии, да, такие чрезвычайные. То есть это и полиция, это пожарные, скорая помощь, военные, врач. То есть любая деятельность в целом, которая подразумевает очень сильное личное, психическое или физическое участие в ситуации. Еще это может давать работу с чужими деньгами, потому что 8-й дом является вторым от 7-го, то есть это дом денег других людей. В частности, это может быть вот через партнера. И это может давать профессии, например, инвесторов, бухгалтеров, кассиров, работников казино. Это люди, которые постоянно, ежедневно соприкасаются с деньгами других людей. И еще профессиональная реализация, она может быть связана со сферой самопознания, саморазвития, эзотерики, да, мистики, потому что 8-й дом — это дом тайн и мистики сам по себе. Поэтому это может дать работу и с энергиями, и рейки, тета-хилинг, астрология, нумерология, в общем, все вот эти вот направления, да, и деятельность. Правитель 10-го дома в 9-м — это хорошее очень положение, и часто первая рекомендация при такой связи — это получение высшего академического образования, за которое отвечает 9-й дом, потому что его наличие очень важно для развития карьеры человека и социального статуса. И такому человеку важно постоянно обучаться, повышать свою квалификацию, получать новые какие-то навыки, они могут быть смежными, также могут быть использованы в его работе или профессии. Это также хорошее положение для того, чтобы работать за рубежом или с иностранцами, или же в целом развивать свою карьеру далеко от дома, да, через иммиграцию в том числе, или быть связанным с дальними землями в своей деятельности, в своем бизнесе. Еще направление деятельности может быть связано с обучением, с философией, с религией и юриспруденцией. 9-й дом у нас управляет дальними поездками. Если 3-й — это короткие какие-то командировки, даже, может быть, просто по городу, то 9-й — это дальние. И здесь вот эта возможность ездить и отлучаться от дома, возможность быть в таких длительных командировках, она может очень способствовать развитию карьеры. Поэтому такому человеку тоже это важно учитывать и выбирать ту деятельность, которая имеет такой элемент. Ну или же, да, если он работает из дома, снова нужно, чтобы работа была связана с иностранцами или с дальними землями, или была вот в этих сферах, за которые отвечает 9-й дом. По Юпитеру, да, это философия, обучение, религия, юриспруденция по качествам Юпитера. Тогда это будет хорошо, гармонично проигрываться. Еще, так как это юпитерианский дом, он отчасти отвечает за экспертность и публичность человека.
Поэтому такому человеку для того, чтобы достигать высокого социального положения, очень важно, скажем, выходить в публичность, да, идти к известности, то есть заявлять о себе, о своей деятельности именно на широкую аудиторию. Это можно делать через соцсети, через рекламу и в целом любыми способами популяризировать свое имя. Это будет ему очень сопутствовать в реализации. Управитель 10-го дома в 10-м, он указывает на то, что для человека важную роль в жизни в целом имеет социальная реализация, в чем бы она ни выражалась. Для кого-то могут быть важны деньги, для кого-то положение, статус, для кого-то интерес, да, та деятельность, которая его вдохновляет. Но именно карьера, реализация, такому человеку вот нельзя сидеть дома, то есть ему нужно быть деятельным, ему важно реализовываться. И здесь также может проигрываться то, что родители, чаще это отец, может быть и мать в некоторых случаях, они очень влияют на реализацию человека, и так же, как и его начальство. То есть такому человеку важно выстраивать правильные отношения, вертикальное именно, да, с родителями и, конечно же, с начальством. Тогда, скажем, ему будут помогать, да, эти люди будут способствовать его развитию. Если же есть, опять же, поражение у правителей, то тогда социальный рост может как бы затормаживаться теми, кто сверху, да, начальством, человеком, и он не, скажем, не способствует его росту, или начальник и организация, в которой человек работает, она не предполагает карьерного или социального роста, поэтому тормозится для этого человека в целом сфера вот 10-го дома реализации в карьере. Здесь тоже важно вот с этим работать для того, чтобы выбирать именно снова ту деятельность и организации, где есть этот рост, где есть это движение, продвижение. Для этого человека, ну, это как бы смысл, один из смыслов жизни, да, просто выполнять какую-то работу, быть на одной должности для него не подходит, он не сможет полностью раскрыть тот потенциал, который в нем есть. Далее, управитель 10-го дома в 11-м, это положение говорит о том, что карьера человека может быть связана с общественной деятельностью, с умением выстраивать и устанавливать контакты, это тоже один из домов коммуникаций, находить точки соприкосновения с другими людьми и быть частью сообществ. Если управитель гармоничен, тогда это говорит о том, что друзья, возможно, единомышленники, помощники, наставники, они способствуют развитию карьеры натива через свои связи, через советы, помощь или распространение информации о нативе, то есть дают или ему, или о нем рекомендации. И здесь благоприятно развивать свою деятельность через интернет, то есть выходить, опять же, да, в широкое поле, выходить в публичность, потому что это дом известности, статуса, материальных излишек, то есть здесь нужно охватывать такой широкий спектр и популяризировать свое имя, да, это через публикации, через СМИ, соцсети. Еще деятельность может быть, в целом это любая удаленная работа, также деятельность на телевидении, со СМИ, возможно, это какие-то популярные личности или бренды, рекламная деятельность и публикации. Если есть какие-то повреждения у правителя 10-го дома, тогда это может говорить о том, что люди, например, портят репутацию человека, распускают какие-то слухи и затормаживают его социальный рост. И здесь очень важно, скажем, находить точки соприкосновения с этими людьми, с сообществами, группами людей, для того, чтобы вот они не мешали, да, в продвижении карьеры натива, но и в целом выстраивать более гармонично и правильно свою коммуникацию. Это положение также может дать то, что один из детей натива может повлиять на его социальное положение. Если позитивный вариант, гармоничные аспекты, тогда натив может получить статус от того, что является родителем своего ребенка. И, например, ребенок становится известным, богатым, достойным человеком, тогда его родитель приобретает за счет него свой статус. Или же ребенок может взять этого человека на работу, да,
и вместе, скажем, развивать его карьеру. Такое часто бывает, например, у спортсменов, у актеров, певцов, медийных личностей, у которых родители выступают их менеджерами или продюсерами. Если есть повреждения, негативные аспекты, тогда это может указывать на то, что из-за рождения ребенка человеку пришлось, например, уйти в декрет, да, отойти от своих обязанностей, от работы, не было времени на карьерный рост, реализацию, и, скажем, не было возможности реализовываться, был утерян, да, социальный статус, какое-то положение в обществе. И управитель 10-го дома в 12-м очень интересная взаимосвязь, потому что она указывает на много разных сфер и очень много проявлений может проигрываться. Здесь нужно уже более подробно изучать карту, но прежде всего указывают на все виды удаленной работы, поэтому часто встречается у программистов. Это любая деятельность, где результат работы только виден, то есть другие не наблюдают постоянного процесса деятельности человека, только его результаты, а не ту всю работу, которая была выполнена до этого. И это также подразумевает профессии, где присутствует наличие тайн. Это, например, консультанты, астрологи, психологи, да, которые работают с личными историями, с тайнами своих клиентов. Это также бухгалтера, которые ведут двойную, тройную и так далее бухгалтерию, да. Или же это разведчики и другие в целом специфические профессии. Еще это может давать неофициальную работу или какие-то запрещенные виды деятельности. Также работа в учреждениях закрытого типа. Это бывают, например, дома престарелых, дома детей, монастыри, больницы, тюрьмы. Еще работа связана с милосердием, может давать работу в больницах, ветеринарных клиниках, добровольных организациях, фондах. Это могут быть организации в том числе духовного, религиозного формата. Еще может указывать на работу, которая очень далеко от дома. То есть это работа, которая требует какого-то долгого отъезда. Например, те люди, которые работают вахтовым методом, которые ездят в экспедиции, или в целом это работа, которая требует переезда, да, иммиграции для человека. Она еще может быть связана с творчеством, но такая работа, она происходит в уединении. То есть это не то творчество, когда певец поет на сцене или актер снимается в фильмах. Это, если это с музыкой связано, тогда это человек, который пишет музыку, стихи, и он за кадром. Если это связано с кино, то это человек, который за кадром находится, да, тот же режиссер, сценарист и так далее. И если это писатель, то это тот писатель или тот вид писательства, когда человек пишет в уединении и находится как бы сам с собой, потому что это дом уединений, и он уже просто презентует свой готовый продукт, да, выпускает книгу, но никто не видит, как эта книга пишется, он это делает в полном уединении, в такой изоляции. Еще может проигрываться как творчество, которое подразумевает неизвестность, то есть это, например, те люди, которые пишут или книги, или стихи, или музыку, но мы никогда о них не знаем. То есть они работают на других, да, и продают свое творчество вот таким вот образом, но сами никогда не появляются в таком публичном общественном пространстве. Они находятся, скажем, более в закрытом, снова-таки, да, закрытый вид деятельности и сами в себе. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Напишите в комментариях, как у вас проигралась сфера карьеры, где у вас находится управитель 10-го дома. Если нужна помощь с расчетами, вы можете всегда обратиться. Оставлю ссылки для анализа внизу. Вы можете перейти в мой Инстаграм, и там я помогу вам рассчитать ваше положение. Ну и не забывайте про энергообмен, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и скоро с вами снова увидимся. Пока!